Now, next question. Мы вчера читали в текстах по Чайтанья-Чаритамрите, что религия эпохи Кали – это проповедь святого имени. Поясните, пожалуйста, почему это названо именно религией? Мы привыкли осознавать, что, согласно толкованию духовных учителей, что это научный метод, позволяющий через практику воспевания и философию вернуться назад домой к Богу. Почему именно религия слово употреблено, не научный подход? Yesterday, in the text that we read, it was said that the religion of Kali Yuga is the preaching of holy name. Please explain, why is it called a religion? We are used to understanding, according to the explanation of the spiritual masters, that this is a scientific method that lets us to go back to Godhead through the practice of chanting and philosophy. Why is it called religion? Yes. Well, normally the word religion comes from the Latin word religare. Слово религия происходит от латинского слова religare, which means to be tied with rules that you follow. Что означает быть связанным правилами, которые ты соблюдаешь. So one who is religare is tied with invisible strings of behavior. И вот одно из значений этого слова это быть связанным невидимыми узами правил, которые мы соблюдаем. There are certain things a religious person will do every day. Например, есть некоторые вещи, которые религиозный человек будет делать ежедневно. And every week and every month. Ежемесячно, ежегодно. There may be certain buildings that a religious person goes to for those purposes. Может быть, будут специальные здания, в которые религиозный человек будет идти, ходить для этих целей. He may choose these friends, and he may eat this food in order to follow his rules. Он может выбрать каких-то конкретных друзей или есть какую-то конкретную пищу, чтобы исполнять свои правила. So normally the word religion is used by an observer. Обычно слово религия используется наблюдающим. To describe external behavior. Чтобы описать внешнее поведение. The anthropologist, they like to study everything in terms of external behavior. Антропологи любят изучать все, судя по внешнему поведению. But anthropologists are not very interested in internal understandings. Но антропологи, они не очень хорошо понимают, у них не очень хорошее понимание того, что происходит внутри. So, today we live in a world where religious behavior is often described by anthropologists or social scientists. Мы сейчас живем в мире, когда религиозное поведение часто описывается антропологами или социальными учеными. And they will describe it in terms of human behavior only. И они опишут его только
в плане человеческого поведения. Yeah. And for those who are religious, they may not understand the philosophy of their religion. И люди, которые являются религиозными, они могут не понимать философию их собственной религии. They just may understand that this is how we do it in my country. Они могут только понимать, что это так, как мы это делаем в моей стране. My father told me to do like this. My grandfather told him. I'm telling my children, this is the way we practice religion. И мой отец сказал мне, как этим заниматься. Ему, в свою очередь, сказал его отец, а я скажу это своим детям, и это то, как мы практикуем нашу религию. There was one professor of religion who came to our temple in London. Однажды в наш храм в Лондоне пришел один профессор религии. She said, I'm very interested in ritual. Она сказала, меня очень интересуют ритуалы. I said, we don't do rituals. А я ей сказала, мы не занимаемся ритуалами. And she looked at me as if I was crazy. Она посмотрела на меня, как будто бы я был сумасшедший. She said, but you all bow down? Она сказала, но вы все кланяетесь? You all raise your hands? Вы все поднимаете руки? You all sing at the same time? Поете одновременно, все вместе? And you offer flowers? Вы предлагаете цветы? I said, no, these are not rituals, this is science, scientific. Я сказал, это не ритуалы, это наука, это что-то научное. So from her point of view, as an observer, it was ritual. From my point of view, it is the science of bhakti yoga. Таким образом, с ее точки зрения, научной точки зрения, это было ритуалом, но с моей точки зрения, это было наукой бхакти-йоги. It's just that when you get 100 bhakti yogis in a room, all doing the science of bhakti yoga together, it looks like religion. Ну, когда у вас в одной комнате собираются 100 бхакти-йогов, которые все занимаются наукой бхакти-йоги, это может выглядеть как религия. And the reason why we say that it is the science of bhakti yoga is that, of course, it is scientific. И почему мы говорим, что это наука? Потому что это так оно и есть. Это все научные знания. It is based on a good foundation of philosophical logic. Это основано на очень сильной философской логике. That is very intellectually satisfying. Которая очень интеллектуально удовлетворяет нас. And science is that when you perform an experiment, you get the same result, whoever you are and wherever you are. Наука означает, что если вы проводите эксперимент, у вас получаются те же самые результаты, независимо от того, кто вы и где вы находитесь. In Siberia, if I mix hydrogen and oxygen, I get water. В Сибири, если я смешаю углеводы и кислород и водород, у меня получится вода. And in Los Angeles, in America, if I mix hydrogen and oxygen, I also get water. И точно так же в Лос-Анджелесе, если я смешаю кислород и водород, у меня тоже получится вода. So that is science. Ну, это и есть наука. Your belief has nothing to do with it. Ваша вера не имеет ничего общего с этим. So similarly, a person who chants the Hare Krishna mantra И точно так же человек, который впевает Харе Кришна мантру, will get the same result in Siberia or Los Angeles. Получит тот же самый результат в Сибири или в Лос-Анджелесе. Whether you believe it or not. Верите вы в это или нет?
No religious faith is required. You just simply chant the mantra and you will experience the result. Не нужна никакая религиозная вера, просто пойте мантру, и вы увидите результат. So that is why Bhakti Yoga is a science. Поэтому бхакти-йога – это наука. And it's a philosophy. И это и философия тоже. And if you do it throughout your life, it is a way of life. Если вы делаете это на протяжении всей жизни, то это стиль жизни. And if 100 people do it together at the same time, И если 100 человек делают это одновременно, then a professor who is watching will call it a religion. Профессор, который смотрит на это, назовет это религией. So we can have these different titles, but we are describing the same thing. У нас могут быть разные названия, но мы описываем одну и ту же вещь. So if you are chanting Hare Krishna one day, and then the next, and then the next, И если вы воспеваете Харе Кришна один день, и потом на следующий, и следующий, последующие дни, and you feel, yes, I should do this every day. и вы чувствуете, что да, мне нужно делать это каждый день. I'm making a scientific experiment. Таким образом, я делаю научный эксперимент. It is also that you are tied in with these rules that you have chosen for yourself. И также вы связаны теми правилами, которые вы выбрали для себя. Nobody is forcing you to chant Hare Krishna. Никто не заставляет вас воспевать Харе Кришна. But you like to do it. Но вам нравится это делать. And you like to do it before breakfast. Вам нравится делать это перед завтраком. As soon as you say, I will chant Hare Krishna every day before breakfast, then you are tied into an invisible rule that you have made for yourself. Как только вы говорите, я буду воспевать Харе Кришна каждый день перед завтраком, вы связаны невидимым правилом, которые вы сами для себя придумали. Which is religare. Что и есть религаре. All religious. Или религиозность. In Russia, I think you must have a different word for religion, no? В России у вас другое слово для религии. Религия. So sometimes Prabhupada uses the word science. Иногда Прабхупад использует слово наука. Sometimes he says the path of bhakti yoga. Иногда он называет это путем бхакти-йоги. Sometimes he says the religion of Krishna consciousness. Иногда он называет это религия сознания Кришны. And sometimes he says the cult of Chaitanya Mahaprabhu. А иногда он называет его культом Чайтаньи Махапрабху. So all these he's using. Он использует все эти названия. The only thing that you have to do is to find words that you like, which describe what you're doing. Все, что вам нужно сделать, это найти те слова, которые описывают то, что вы делаете. Спасибо большое.